Добрый вечер. Очень приятно, что кто-то дошел, кто-то смотрит по трансляцию. Меня зовут Алексей Помигалов, я историк информационных технологий Восточной и Центральной Европы. И сегодня я хотел бы рассказать про первые сетевые компьютерные проекты по обе стороны железного занавеса. То есть, на самом деле, двух главных противоборствующих держав холодной войны — Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Для начала несколько буквально слов о том явлении, о котором пойдет речь. Собственно, компьютерная сеть, интернет, не знаю, паутина, World Wide Web, как ни назови, это явление, с которым мы все сталкиваемся каждый день. Мы привыкли к тому, что у нас в карманах телефоны, в которых есть выход в интернет. Мы можем быстренько посмотреть какую-то информацию, которую забыли, записать, отправить почту, все что угодно сделать, купить, продать, купить билеты, улететь, вызвать такси, все что угодно. И сейчас уже довольно сложно вспомнить, что буквально 10 лет назад в кармане интернета не было, а еще 20 лет назад интернет был очень медленный только дома, а 30 лет назад он был у избранных людей, а 40 лет назад он был только в академических институтах или у военных. А 50 лет назад и компьютеры были только у очень-очень избранных людей. И, собственно, сейчас уже по прошествии большого количества времени можно изучать и сам интернет, и сети, и то, как они развивались, учитывая, что первые идеи объединения вычислительной техники, вычислительных систем в сети, в какие-то более глобальные системы, но эта идея примерно ровесница, почти что ровесница появления самих компьютеров, то, в общем, этому явлению почти 70 лет. Так что вполне себе можно это подвергать историческому анализу, историческому исследованию. Естественно, для того, чтобы появились первые компьютерные сети, необходимо, чтобы появились первые компьютеры. И первые компьютеры в том смысле, в котором мы понимаем их сейчас, то есть это электронные вычислительные машины, которые используют не механические системы, не аналоговые какие-то методы исчисления, а именно цифровые вычислительные машины. Они начинают свою историю с 1947 года, когда в Соединенных Штатах Америки запустили самый первый компьютер, который назывался ENIAC. Запустили его если не ошибаюсь, в MIT, сделали его по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, Department of Defense, и задачу, которую перед ним ставили, это вычисление траекторий, баллистики и тому подобных задач. Практически сразу же о том, что был сделан запуск, узнали и в Советском Союзе, об этом узнали в европейских странах, и вопрос создания вычислительных машин в других государствах, он, в общем-то, был на повестке всех крупных держав, крупных империй. В Советском Союзе запустили первую вычислительную машину в 1950-51 году. Это датировка такая не очень точная, да и, честно говоря, количество машин тоже недостаточно точное, потому что запустили их примерно одновременно и две. Одну запустили в Киеве в Институте электротехники, а другую запустили в Москве в лаборатории, электротехнической лаборатории энергетического института, собственно, института, в котором разрабатывали изначально план Гойл-Ро, и для вычислений им требовались мощности, и в том числе вычислительные.
Мессон, который запустили в Киеве, он тоже, в общем-то, примерно для тех же целей создавался, потому что тоже был при энергетическом институте, то есть все это вычисление, распределение мощностей и одновременно энергетической нагрузки, нагрузки на сети и тому подобное. И вместе с этим сразу же подразумевалось, что эти же вычислительные машины, они должны использоваться и для вычисления других сложных военных, в том числе, вычислений, а именно самые сложные вычисления на тот момент это были баллистика и противовоздушная оборона, ну то есть как баллистика и баллистика. Собственно, практически вся информационные технологии все выросли как раз из военных задач первоначально, то есть это быстрый обсчет быстро двигающихся целей или быстрый расчет траекторий, перехват и тому подобное. Как в Соединенных Штатах, так в Советском Союзе, так и во всех других государствах все это происходило из потребностей изначально военных, которые потом стали придумывать, как использовать в гражданской сфере. Практически сразу же, как только что в одной стране, что в другой стране по обе стороны железного занавеса появились вычислительные машины, сразу же начинается наблюдение специальных служб за тем, как развивается это направление, эти технологии. И существуют как бы открытые отчеты, уже сейчас рассекречены доклады ЦРУ о том, сколько было разработано машин в Советском Союзе, где они использовались, как они применялись, сколько они стоили, какие технические характеристики у них и какие вообще идеи их использования в дальнейшем. Точно так же и Советский Союз довольно пристально следил за тем, как развиваются дела в Соединенных Штатах Америки с этим. То есть он следил за тем, сколько производится, сколько продается, куда это уходит, в какие отрасли и как это в дальнейшем планируется использовать. Здесь сразу же, ну вот есть табличка, это как раз, собственно, из отчета ЦРУ. Вот видно, да? Сразу видно, что это затраты. Затраты в миллионах долларов, тех миллионов долларов США. Сразу же видно, что прям на порядок. И на порядок, и не изменяется на протяжении практически всего советского периода, не только советского, всех 60-х, 70-х, даже 80-х годов. Затраты Советского Союза на компьютерную программу примерно на порядок меньше, чем затраты в Америке. Но здесь вопрос в том, как это вычислялось. Естественно, что Советский Союз тратил государственные деньги, это государственная система была. В Соединенных Штатах это много компаний, которые тратили свои деньги на эти разработки, которые были очень дорогостоящие. Но так или иначе, вложение на порядок больше отразилось в том числе и на количестве машин, которые вот к 65-м годам, к середине 60-х годов было и у одной, и у другой страны. На самом деле, это даже, простите, данные на начало 60-х годов. Это вот эти цифры, 30 тысяч у Соединенных Штатов и 1000 у Советского Союза. Эти данные приводит один из основоположников, первых идеологов советских компьютерных сетей, Анатолий Китов, в своей записке Хрущеву на тему того, что было бы неплохо, было бы здорово разработать компьютерную систему и вообще больше внимания уделять электронным вычислительным машинам, поскольку они, кажется, могут пригодиться много где. И в военном деле, и в народном хозяйстве. То есть понятно, что для создания компьютерных сетей необходимо больше, чем один компьютер. Но к началу 60-х годов и в Штатах, и в Советском Союзе было вот уже прям 1000 даже машин. Проблема с ними была другая. Они разные. Они все разные, они между собой как бы сложно соединяются. Более того, к ним от одной машины к другой не подходит программное обеспечение. То есть это везде все очень разное. Чуть-чуть по-другому стало, когда в конце 50-х, начало 60-х годов корпорация IBM реализовала свой супергигантский проект IBM 360.
360 — это не порядковое число, а это имелось в виду 360 градусов, то есть это компьютер, вернее, извините, летают тут. То есть это целое семейство, серия компьютеров, машин с одинаковой архитектурой, которые способны решить все абсолютно, то есть на 360 градусов задачи. То есть и военные, и бухгалтерские, и управленческие, и научные, и какие угодно. Еще одним важной частью, помимо того, чтобы вот как-то чуть-чуть создать подобие систем, которые способны были бы воспринимать одна другую, было еще одно ноу-хау 60-х годов — это система распределенного времени. То есть к одной вычислительной системе подключаются несколько пользователей. Есть пакетное подключение, когда поочередно передает пакет задач, машина их выполняет, передает пакетам результаты. Есть распределенное, когда человек или там, неважно, передается задача, загружается в машину, есть пауза технические, то есть там мы нажимаем кнопки, между нажатиями есть техническая пауза, которую машина простаивает. Это неэффективное использование времени. Соответственно, можно, распределяя время между несколькими пользователями, увеличить эффективность использования одной машины. Соответственно, появляются вот эти терминалы доступа к одной вычислительной системе, появляются, тогда это называлось, извините, такой арго, поэтому ударение такое, алфавитно-цифровое устройство, печатное устройство, оно же электрическая пишущая машинка, которая отправляет данные по, соответственно, электрическому подключению к ЭВМ, отправляет данные в машину, получает обратный ответ, выводит на печать прямо сразу же вот перед глазами. Позже, там, в конце 60-х годов, это заменилось на то, что тогда это называлось видеотерминалы. Это вот, пишущая машинка, вот, вот, пожалуйста, пишущая машинка. Видеотерминал заменил бумагу, которая быстро тратилась, расходовалась, на экран, на котором выводились тоже символы. Собственно, тогда появляются вот эти вот кодировки знаменитые, все эти осцы и так далее. И это стало гораздо удобнее, потому что можно прямо сразу же видеть результат на экране, можно стирать там, и так далее. Но главное здесь заключается в том, что появляется вот этот терминал доступа. То есть можно было постепенно отодвигать от вычислительной машины вот этот вот терминал доступа. А потом становится понятно, что этот терминал доступа может быть также и отдельной машиной. Почему бы, собственно говоря, нет? То есть все равно мы отправляем какую-то программу, или данные мы загружаем в машину удаленно, можно загружать руками, а можно загружать точно так же там, условную перфоленту ввести в этот самый терминал, и он будет загружаться. А можно часть данных, которые машина пересылает к нам на терминал, можно их сразу же как-то первично обработать там, для доступа. Ну, допустим, предположим ситуацию, что мы ввели какие-то данные по работникам предприятия, отправили в машину, нам посчитали, как-то обратились к базе данных, посчитали, вывели результат нам на экран или на бумагу. А есть еще программа, которая находится, предположим, прямо у нас в терминале, которая выстраивает из этих полученных данных удобную схему для того, чтобы человек мог читать. То есть получается, что вот уже как бы такая первый вариант сети, еще не компьютерный, но уже сети. Как и первый компьютер, первые идеи компьютерных сетей появились в Соединенных Штатах Америки. Произошло это в 1954 году, то есть как бы еще 10 лет даже не прошло с момента запуска первого ЭВМ в 1947 году. В 1954 году уже появилась мысль о том, что можно объединить компьютеры в сети. И сделано это было как раз из одинаковых машин, у которых была одинаковая архитектура, которые были построены по абсолютно одинаковым принципам, и более того, входили в одну систему, которые были сопряжены, то есть изначально разработана была эта система как сеть. Это была система, называлась SAGE, Semi-Automatic Ground Environments, то есть это часть наземный контроль полуавтоматический систем противовоздушной обороны Соединенных Штатов Америки. В 1954 году его запустили на вооружение, он встал в 1963 году, вся эта система, и
по воспоминаниям, потрачено было на разработку, на введение в эксплуатацию этой системы больше, чем на проект Манхэттен, то есть на разработку атомной бомбы. То есть это очень дорогостоящая была система, для нее специально разработали компьютеры, специально разработали вот здесь вот на экране, это так называемая ситуационная комната, то есть это несколько таких вот командных центров, в которых, собственно, в случае какой-то ситуации собирается штаб, и дальше они выводятся на экран информация. Вон тут даже у человека есть световой пистолет. Эта разработка специально была сделана для этой системы. Впоследствии она постепенно, насколько я понимаю, переросла в то, что называется световое перо. И дальше уже практически эта штука не используется. Ну, здесь она использовалась там, в 80-х годах, что это можно было рисовать на экране монитора, а впоследствии уже только вот в Duck Hunt использовалась в домашних играх и компьютерных приставках. Штука эта была для того, чтобы на экране можно было захватить цель и дальше получить по ней какую-то информацию. Значит, вычислительные системы для вот этого Sage разработала корпорация IBM, специальные машины, абсолютно одинаковые. Вопрос был, как передавать информацию. Дело в том, что вся территория Соединенных Штатов была разделена на 32 округа, в которых, значит, находились вот эти вот системы Sage, и они должны были ввести некую цель. И для того, чтобы передать данные из одного округа в этот другой округ, необходимо было передача информации. Это был, как бы сказать, один из одна из важнейших задач как бы этого проекта, помимо всей этой разработки, вот в смысле ноу-хау, это было самое новое и вновь изобретенное. И специально для этих целей в лабораториях Белла был придуман датафон. То, что сейчас, ну как уже даже не сейчас, а там 15 лет назад мы называли модемами. То есть это кодирование информации и отправление ее по телефонным, телеграфным сетям. То есть использовались те же самые сети глобальной корпорации AT&T, по которым информация из одного учреждения Sage передавалась в другое учреждение Sage. Использовались абсолютно гражданские линии, но единственное, что как бы шифрование, безусловно, было предусмотрено. Но это все еще как бы была не настоящая сеть, не такая сеть, как мы представляем сейчас. То есть это была просто разнесенная географически большая, серьезная, сложная система, которая была частью другой системы, но все еще туда как бы лишний элемент туда было сложно добавить. Можно было бы добавить только такой же. В 1958 году Министерство обороны США открывает специальное агентство, называется оно ARPA, называлось ARPA, сейчас DARPA, это агентство продвинутых технологий. То есть все технологические разработки, которые проходили при финансировании Department of Defense, они все финансировались через вот этот вот самый ARPA или DARPA. И важно это нам для того, чтобы понять, как бы отследить дальнейшую историю развития сетей, поскольку Sage тоже, в общем, стал в итоге частью реализации, то есть программы, которую курировал как раз курировал это самое агентство. В 1962 году во главе агентства ARPA становится психолог и инженер Джозеф Ликлайдер, которого все звали Лик, и он придумал идею о том, что было бы неплохо использовать
компьютер как базу знаний, а если как банк знаний, в который можно было обратиться с другого компьютера. Если все это как-то объединить и масштабировать, то получится много таких центров, в которых можно из одного в другой обратиться, и в результате это вот обогащение информации станет быстрее, доступнее, проще и очень удобный, и, главное, полезный всем, а в качестве каналов связи использовать обычные телефонные линии. Это было еще до того, как, собственно, началась реализация проекта. Это было чистое визионерство. Он, конечно же, знал, поскольку работал во главе агентства, знал об развитии и реализации проекта Sage, поэтому в основном главная идея была почерпнута оттуда. Единственное, что уже когда приступили к реализации в ARPA, созданию вот этой сети, подумали, что было бы здорово все-таки объединить разные машины, к тому же было бы сложно найти прям абсолютно идентичные, поскольку даже в военных ведомствах они были чуть-чуть различались по внешним устройствам, которые к ним присоединялись, или опять же уже поскольку появилось это вот поколение машин IBM 360, у них могли быть разные конфигурации, в общем, все равно возникли бы проблемы, поэтому все равно нужно придумать, как объединить разные машины. Еще один персонаж, который участвовал в разработке сети агентства ARPA, это Леонард Клейнрок, который пришел в агентство в 1967 году. Пришел неформально туда, поскольку изначально познакомились с его диссертацией, которая была посвящена приоритизации пакетной передачи данных. И его идея была в том, чтобы при помощи вот этой пакетной передачи данных, при помощи системы приоритизации, которую он разработал, объединить машины разной архитектуры через дополнительный интерфейс. Они вместе придумали так называемый хост-компьютер, то есть вот первая схема подключения 4 точек сети ARPA, которая объединяла 4 университета с разными машинами, везде разные машины. И у каждой этой точки, помимо машины, которая стояла уже в университете или в исследовательском центре, то есть тут Sigma 7, IBM 360, тут PDP 10, к ним еще добавлялось одно устройство, которое фактически было посредником. То есть это был компьютер, который мог получать и передавать информацию, сообщения. Называлось это IMP, то есть это Interface Message Processor, который отдельно программировался, и, собственно, сеть была между ними. И дальше он выступал как посредник, как роутер, грубо говоря. То, что сейчас вот мы подключаем к сети, подключаем не компьютер, а подключаем маршрутизатор, который нам уже на наше устройство передает вот эти вот все данные. Таким образом, в декабре 1969 года удалось соединить 4 точки. Это Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре и исследовательский, извините, пожалуйста, центр Стэнфордского университета и университет Юта. При этом, опять же, не обошлось без анекдотической ситуации, потому что задача была в том, чтобы со стэнфордского компьютера подключиться к компьютеру в Юкла, и нужно было зайти в систему. Но успели нажать из команды логин, успели набрать только LO, после чего вся система подвисла, пришлось ее перезагружать, поэтому считается, что первое сообщение, отправленное через протоинтернет, это слово low. Что в это время происходит в Советском Союзе? В Советском Союзе примерно в том же 1954 году возникает идея объединения нескольких вычислительных центров, созданных при Министерстве обороны Советского Союза. Возникает эта идея у инженера-полковника Анатолия Китова, который познакомился при, в общем-то, случайном стечении обстоятельств. Он познакомился с книгой Норберта Виннера «Основы кибернетики»,
он познакомился с основой вычислительной техники, он дружил с Игорем Полетаевым, в общем, с Алексеем Липуновым, со всеми главными деятелями Советского Союза, вычислительной математики, кибернетики и так далее. Проблема здесь заключается в том, что в 1954 году все еще происходило не активное, не очень агрессивное, но все-таки шельмование кибернетики, которое началось в 1953 году и, в общем, до 1956 года фактически продолжалось. С 1951 года началось и продолжалось еще довольно долго, почти до 1956 года. Хотя со смертью Сталина чуть-чуть обороты сбавились. Но всем было понятно, всем, кто был активно участвовал в процессе технологического становления, что без вычислительной техники было бы сложно, а шельмование все в основном касалось кибернетической части, и критиковали технократию, критиковали увлечение при уменьшении роли человека, при уменьшении роли человека в управленческих процессах. А вот вычислительную технику, конечно же, по-прежнему считали, что да, конечно, нужно развивать. В это же время одним из первых людей, которые, в общем, открыто написали в поддержку науки кибернетики книги и статьи, это был Анатолий Китов и Игорь Полетаев. Их книга как раз была об основе электронно-вычислительных машин. Они говорили о том, насколько это важно, для чего это нужно, как это можно использовать. Более того, постепенно у Китова возникает мысль о том, что помимо военных каких-то применений, вычислений для атомного проекта или для ракетных каких-то задач, можно было бы использовать и в народном хозяйстве, то есть ускорить вычисление, контроль, планирование экономики и тому подобные вещи. И в своем дневнике он датирует первую свою идею, называл он «Красная книга», объединение мощности вычислительных военных для военных и невоенных задач «Красная книга». Об этой своей идее он рассказал адмирал-инженеру и академику Акселю Бергу, который возглавлял научная проблема кибернетика, которая уже появилась в середине 50-х годов в Академии наук Советского Союза. И вместе с ним они организовали тот самый вычислительный центр номер 1 в Москве, который занимался вычислениями для космических проектов, для в общем, всех военных задач, которые на тот момент пытался решить Советский Союз. То есть догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки в атомном и в космическом проекте. Он в 1959 году, Анатолий Китов, он пишет записку, открытую записку, напрямую адресуя ее Никите Хрущеву. В записке этой он пишет о необходимости объединения, во-первых, о необходимости увеличить внимание на развитие вычислительной техники, увеличить ассигнования на развитие вычислительной техники, а также предлагает объединить те самые военные вычислительные центры в сети, соединить их между собой для того, чтобы увеличить вычислительные мощности, для того, чтобы решать военные задачи быстрее и для того, чтобы решать в том числе и вопросы хозяйства. То есть для того, чтобы можно было планировать, для того, чтобы можно было эффективно перераспределять ресурсы и так далее. Поскольку считал, что, собственно, централизация системы, которая уже на тот момент началась, она как раз эффективно будет развиваться благодаря центральному управлению нескольких вычислительных центров, которые бы собирали эту всю информацию. Идеи Китова отчасти были услышаны, и действительно в 60-е годы в постановлениях съездов КПСС и в постановлениях Совета министров
действительно звучат слова о необходимости использования вычислительных средств в народном хозяйстве, о необходимости автоматизации процессов и так далее. Но вместе с этим и военные, которые контролировали военные вычислительные центры, естественно, с одной стороны, испугались того, что к их ресурсам будут иметь отношение и иметь доступ гражданские специалисты, и им казалось, что это небезопасно, и немного нечестно, что ли. Ну, в общем, некоторое собственничество у них такое было по этому поводу. С другой стороны, очень сильно испугались бюрократы и чиновники, которые увидели в идеях Китова, в том, чтобы передать часть управления народным хозяйством вычислительным центрам, военным вычислительным центрам или гражданским вычислительным центрам, те задачи, которые выполняли они посчитали, что это прямое наступление на бюрократию, прямое наступление на роль партии, и, в общем-то, стали резко выступать против. В результате Китова сняли с поста руководителя вычислительного центра. Он был лишен званий, лишен был наград, но это ему не сильно ему это повредило. Ну, то есть повредило, конечно, но, с другой стороны, это ему дало возможность заняться академической карьерой, и он защитил докторскую диссертацию и продолжал развивать идеи сетей, вычислительных систем, систем реального времени и так далее. Вместе с этим в начале 60-х годов идеи Китова подхватывает академик Виктор Глушков, человек, возглавлявший Киевский институт кибернетики, пришедший туда еще в середине 50-х годов и возглавивших институт, который был образован на месте того самого института, в котором была создана первая вычислительная машина в Советском Союзе. Придя туда, он как бы не был инженером, не был электротехником, он был чистым алгебраистом. Алгебраистом, который очень увлекся кибернетикой, поскольку это, в общем, близкая ему проблема была, он стал развивать как раз идеи управления, идеи управляющих вычислительных машин и удаления одних систем от других, то есть как бы часть машины можно было удалять, они уже начали практиковать эту историю, в том числе терминалами доступа или системами, устройствами ввода-вывода информации в вычислительную машину. Но в Институте кибернетики создавали вычислительные машины, первая вычислительная машина, которая должна была управлять производственным процессом. Машина Днепр была создана еще в конце 50-х годов, и, в общем-то, это тоже можно считать неким прототипом компьютерной сети, поскольку опять же, разнесение устройств в пространстве — это один из принципов построения компьютерной сети. В 1962 году он подхватывает даже, можно сказать, идею Анатолия Китова, подхватывает идею создания вычислительных центров и разрабатывает, несколько ее углубляет. То есть если Китов успел только предложить эту идею, не проработав ее детально, проработав ее прям до буквально проекта, хотя бы то, что называлось предэскизного проекта, до полной реализации. Глушков возглавляет проект, собирает группу и начинает составлять проект ЕГСВЦ, Единой государственной системы вычислительных центров. То есть систему, которая объединила бы уже не только военные вычислительные, даже не столько военные вычислительные центры, а вычислительные центры по всему Советскому Союзу, которые бы собирали данные и отправляли в центр, и дальше какая-то бы обработка происходила. Здесь кадр остался тоже, это одна из важнейших разработок. Под руководством Глушкова в Киевском институте кибернетики была разработана одна из самых маленьких, наверное, для того времени вычислительных машин размером с 2 письменных стола. И главная идея была в том, чтобы объединить ЭВМ-мир.
главная задача, идея была уже после создания первой вот этой вот машины МИР, ну, чтобы объединить их в несколько этих машин, объединить в сеть МИР. К сожалению, так и не реализовано было. Проект АГАС — это, собственно, дальнейшее развитие идеи ЕГСВЦ, то есть Единой государственной системы вычислительных центров. АГАС расшифровывается как общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации. Значит, его идея Глушкова заключалась в том, чтобы создать 3 уровня вычислительных центров. Общегосударственный вычислительный центр, республиканские вычислительные центры и далее уже отраслевые или региональные вычислительные центры, которые бы аккумулировали информацию, передавали от одного звена к другому, и в итоге бы вся информация для принятия решения оказывалась в головном вычислительном центре. Опять же, канал связи — это телефонные линии. То есть те же самые устройства передачи данных, которые должны были модулировать, демодулировать телефонный канал связи, телефонный сигнал для того, чтобы преобразовывать его в цифровой. Главная идея была в том, чтобы создать 200 крупных центров, то есть один головной, 200 крупных центров и несколько тысяч региональных центров в более мелких населенных пунктах. В ходе разработки вот этой вот своей теории сначала ЕГСВЦ, а потом АГАСа, Глушков разработал теорию информационных барьеров, которая представляется следующим уровнем. Значит, все это зависит, то есть разделяется на 2 части. Первое — это, собственно, технические средства, которые позволяют обрабатывать больше или меньший объем информации, и, соответственно, увеличение скорости обработки этой информации. То есть первый барьер — это переход от бесписьменной обработки информации к письменной. Сразу у нас объем данных, которые мы можем обработать, увеличивается многократно. Потом это печатный станок, то есть мы ускоряем, опять же, процесс записи, процесс ретрансляции этих данных, процесс передачи, мы можем большее количество копий сделать записанных данных. И третий барьер — это переход от печатной книги к цифровой информации и создание вычислительной техники. То есть здесь 3 барьера. И 2 барьера — это вопрос управления этой самой информацией. Значит, то есть, когда можно было распараллеливать процессы и дальше без использования технических средств. И следующий этап — это когда без технических средств управление информацией, ресурсами сообщества невозможно без использования технических средств. Соответственно, каждый этот этап, он может проходит через 2 других. Значит, вот примерно так представлялась система, то есть головной вычислительный центр, значит, центральные и отраслевые вычислительные центры, значит, и это верхний уровень этой системы. Более нижний уровень — это вычислительные центры в районах и в местных органах управления. Ну и, соответственно, дальше на 2-й уровень информация поступает от каких-то предприятий, отдельных регионов, отдельных каких-то учреждений и групп людей. Для того, чтобы реализовать эти средства, реализовать этот проект, естественно, требовались вычислительные средства. На момент написания проекта и публикации его в 1964 году существовало некоторое количество уже работающих систем, которые серийно производились, вычислительные системы, и главная из них, которую предлагал использовать Глушков, это Урал-4, это система ЭВМ, тоже семейство ЭВМ, которое разрабатывалось в Пензе, и машины серии Минск, которые разрабатывались в Минске. В качестве каналов связи, в качестве, вернее, устройств передачи данных использовались по большому счету модемы, то есть здесь вот этот вот с правой части, это как раз модем вот с телефончиком таким сверху, который позволял принимать, то есть вот
как бы по телефону мы подключаемся к телефонной линии, модем, соответственно, модулирует, демодулирует сигнал, получает и отправляет сообщение, дополнительные устройства данных, это перфоленты, перфокарточные системы ввода или вывода, опять же. И самая интересная, конечно, штука — это вот этот вот огромный шкаф слева. Поскольку у меня нет технического образования, я боюсь, что не до конца сам понимаю, как это устроено, но это система защиты от ошибок, от получения ложной информации. То есть здесь как бы целый вот этот вот шкаф с большим количеством ячеек, который проверяет контрольные суммы полученных сообщений, и те сообщения, которые не соответствуют правильно, ну, то есть если контрольная сумма неправильна, он отправляет обратно и говорит о том, что сообщение отправлено некорректно, необходимо переслать заново, или необходимо отправить новое, или сбой канала связи. В общем, защита от получения неправильной информации. Не я первый человек, естественно. То есть история о том, как развивались системы, развивался проект, который разрабатывал Глушков, о том, как разрабатывал Укитов, они, в общем-то, известны. При том, что, к сожалению, широкого какого-то популярности эта тема не имела, потому что у нее были политические проблемы с тем, что партия не очень приветствовала вот это вот, не совсем соответствовала предложенная система роли партии, лидирующей роли партии в решении их задач. Поэтому, к сожалению, подробное изучение проекта Глушкова, оно началось, на самом деле, только в 90-е, на самом деле в 2000-е годы. Про это написана там кандидатская диссертация, даже не одна, написан ряд статей. Но интересно, что в Киеве в конце 90-х, начале 2000-х годов сняли фильм, посвященный Глушкову. Есть несколько его интервью, есть несколько его статей, и даже мемуары, которые записаны были. Статьи при этом выходили в самых разных журналах, посвященные вот этой вот системе компьютеров. Статьи выходили как в специальной литературе, то есть там математические вопросы или вопросы кибернетики, или вестник Киевского Института кибернетики, так и, например, в научно-популярном журнале «Техника молодежи», где он, по-моему, в 80-м году вышла его статья про электронные деньги, например. Вот, и на самом деле, я предлагаю посмотреть прекрасный киноролик про Глушкова. Виктор Глушков всегда жил интересно своей страны, но не мог смириться с тем, что рапорты о победах были, по сути, главной формой отчета в обществе победившего социализма. Рапортовали все: армия, труженики полей, столевары, интеллигенция, каждый на своем трудовом посту, и все вместе построенную колонию. Рапортовали о выполнении и перевыполнении грандиозных производственных планов, обязательств, рекордов. При этом мы еще упорно догоняли и перегоняли Америку. Виктор Глушков остро чувствовал время. Будучи по натуре человеком эмоциональным и импульсивным, он свято верил, что наш век, прежде всего век политики цифр, точного расчета, научно обоснованной информатизации. Предлагает создать принципиально новую общегосударственную систему управления экономикой страны, сокращенно ОГАЗ. Виктор Михайлович лично изучил работу более 1000 самых разных объектов народного хозяйства. Я очень хорошо представляю народное хозяйство в целом, от низа до самого верха. Знаю, в чем его трудности и что надо считать. Одним из первоочередных условий осуществления новой системы Глушков считал необходимость решительного перехода к безбумажной информатике. Бумажная стихия обладает такой способностью рождать справки ради справок просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем
вычислительные машины, которые в миллионы раз быстрее, чем человек перерабатывает эту информацию. К сожалению, однако, появление этих машин очень часто не затрагивает до сих пор всего процесса бумажной технологии. Поэтому будущее управления связано с переходом на бесбумажный формат. Острова, построенные в экономике русского квартала, брали все новые обязательства и рубежи, больше, правда, на бумаге. Верно ли дорога идете, товарищи? Глушков был одним из тех, кто понимал, экономика страны приходит в упадок, и предлагал выход. Идея общей государственной системы родилась у нас в 1962 году и была реализована на уровне СКИСМа проекта в середине 1964 года. Однако реализация была очень сильно задержана, прежде всего благодаря позиции экономистов. То есть очень многие ученые, традиционно мыслящие, считали, что такая столь сложная система, она абсолютно не нужна, и что можно какими-то простыми средствами, введением, скажем, новых критериев материальной заинтересованности предприятий, чем-то гораздо более простым, чем предлагает наша система, решить злободневные вопросы совершенствования системы управления народным хозяйством. Что стояло невидимой стеной на пути проекта Глушкова? Равнодушие, некомпетентность и близорукость руководства, может, страх? Страх перед доступностью электронной машины? Конечно, что эта система организационного управления, это система работы с людьми. И люди, человеческий фактор, являются, как и всюду, в таких системах решающими. Машина — это огромный усилитель. И она усиливает те возможности и ту информацию, которую я загласил. Если в машину заложить правдивую информацию о возможностях на каждом рабочем месте, на каждом производственном участке, то машина скомбинирует их и получит усиленные возможности предприятия, отрасли, республики, всей страны. То есть на основе правдивой информации можно получать действительно усиление человеческого интеллекта с помощью машины. То, чего без машины сделать было бы нельзя. Но если заложить в машину заведомую ложь, то она эту ложь усилит и выдаст такую ложь, которая разобраться уже окончательно будет невозможно. Один из основных конфликтов в реализации, в развитии проекта АГАЗ и идеи вот этого объединения вычислительных центров в систему и в общем-то, в автоматизацию экономики Советского Союза заключалась в том, что началась позиционная бюрократическая борьба за то, кто будет контролировать головной вычислительный центр. В результате на эту роль претендовали и ученые, и Госплан, и самая главная проблема, которая возникла, это такое учреждение, как статистика, Центральное статистическое управление Советского Союза, которое, собственно, собирало вручную, то есть используя, конечно же, вычислительные средства, но вручную собирая данные, как вот сказал академик Глушков, не всегда правдивые, а даже очень часто заведомо ложные. Данные собирали, очень долго обрабатывали, и то, о чем говорили ученые кибернетики, заключалось в том, что статистика предлагает уже вчерашний день. То есть планирование экономики происходит на основании устаревших данных. Тогда как ЕГСВЦ или АГАЗ, вот эту вот систему, глобальная система вычислительных центров, она предлагала бы актуальную информацию. То есть поскольку задержка между внесением данных на предприятие и получением их в том же Госплане, она была бы минимальной. То есть это не было бы ручной обработки этих данных, не было бы передачи этой информации вручную. То есть это было бы вот максимальная там возможность канала была, там, допустим, 200 бот. То есть медленно, очень медленно, это не современные скорости, но тем не менее это, грубо говоря, в течение одного дня цифры можно было бы передать из одного учреждения в другое учреждение и на основании этого принять какое-то управленческое решение и передать
это управленческое решение обратно. То есть ускорение процесса было капитальным. Более того, кибернетики считали, что именно в автоматизации экономики лежит единственная возможность выигрышного положения советской экономики перед американской, поскольку отставание серьезное было, системы принципиально разные, а центральная система управления народным хозяйством страны позволяет внедрить центральный сбор данных и отправление всех ресурсов. То есть командно-административный ресурс в этом случае сыграл бы на руку, оказался бы очень полезен. С другой стороны, в противовес Советскому Союзу развитие сети ARPANET происходило по другому сценарию совершенно. Главная мысль, которая была заложена в нее, и благодаря чему в результате получилось реализовать сначала соединение первых этих 4 узлов, затем к ним постепенно стали добавляться больше и больше, заключалась в том, что цель, которую преследовало это соединение, была не управленческая, не экономическая, а научная. То есть главная задача, которую видели товарищи ученые из ARPANET, заключалась в том, чтобы из условного Стэнфорда можно было бы получить информацию в Лос-Анджелесе или в Санта-Барбаре или где бы то ни было еще. А поскольку туда добавлялись также системы и вычислительные центры, в том числе в Европе, и более того, даже на одном из международных конгрессов была идея создания вычислительного центра с доступом к ARPANET и на территории стран Восточного блока, то к научной информации был бы глобальный доступ. В результате чего здесь не было борьбы за этот ресурс, а была наоборот, все стремились поделиться своим данным и обратиться к другим. То есть это, грубо говоря, расширенная такая библиотека, расширенные пользовательские данные, которые можно было из своего города, не выходя, грубо говоря, обратиться к результатам, не знаю, лабораторных исследований или каким-то данным, которые получили исследователи в другом университете или на другом вообще континенте. У ARPANET была другая проблема. Дело в том, что вот этот вот самый AMP, посредник, вот этот процессор, он был дорогостоящим, точно так же, как и все эти машины были дорогостоящим, и чтобы попасть в систему ARPANET, нужно было договариваться, поскольку это все-таки Министерство обороны, все это требовало политических связей, финансовых вложений, и учитывая, что сами машины стоили баснословные совершенно деньги, дополнительные ресурсы вот эти стоили денег, канал связи был очень дорогой, поскольку линии передач частные, это компания AT&T, их нужно было арендовывать на время передачи данных. То есть все это стоило огромных денег. И параллельно с этим появляется еще одна сеть, Usenet, которая уже чуть-чуть другая, и более того, ее называли даже ARPANET для бедных, поскольку для того, чтобы не требовалось $100 тысяч, чтобы в нее вписаться, можно было использовать обычные ресурсы, условно ту же самую телефонную линию, и все это проходило как телефонный звонок. Еще одна проблема, которая была у разработчиков вот этого сети ARPA, заключалась в том, что нужно было как-то отчитываться перед военным на то, чтобы объединить в том, что нужно продолжать давать деньги, потому что в ходе разработки ARPANET там появлялись новые протоколы, там тот же самый TCP/IP, который мы используем до сих пор, он разработан был в это время, протокол подключения Ethernet, который появился тоже в это же время. Все эти разработки стоили огромных денег, поскольку нельзя было выделить на конкретно что-то, разрабатывались во многих центрах, где-то получилось, где-то не получилось, стоило это все равно миллионы и даже миллиарды долларов Соединенных Штатов, которые финансировало Министерство обороны, и для того, чтобы их убедить, что это все нужно, говорили, что есть и военное применение, можно шифрованный канал использовать, можно использовать вот этот вот
эту архитектуру сети и для военных целей. Что, конечно, было некоторой натяжкой, потому что для военных сетей использовали уже совершенно другие способы, другую архитектуру, но военное применение, конкретно военное применение, ARPANET нашел при этом в Советском Союзе. В 60-е и 70-е годы разрабатывали систему автоматизации стратегической авиации и делали такие же, вот как я показывал, вот ситуационная комната с этим световым пистолетом. Вот примерно такие же системы разработали в Советском Союзе. При этом вот конкретно ситуационные комнаты и каналы связи и информационные системы разрабатывали в Ереванском институте математических машин. И каналы связи, они были построены по принципам ARPANET, который поступил, естественно, по понятно каким источникам. То есть конкретная спецификация была неизвестна. Было известно, что есть система, но вот, естественно, разведданные поступали, и архитектура построения системы стратегического вооружения была построена на американской разработке. Ну, как бы здесь тоже ничего секретного нет, потому что доступа у американцев к этой замкнутой системе не было. То есть это было относительно стратегически безопасно, но вот такой вот уникальный парадокс, он был. Значит, тем не менее, лучшее положение было, конечно же, у ARPANET, опять же, потому что не было вопроса управления, не было вопроса управления экономикой, не было вот этого потенциального управления денежными системами огромного государства, в результате чего этот проект развивался довольно активно, к нему присоединялось все больше и больше участников, более того, объединялись сети между собой, то есть начались контакты не только одной вычислительной машины с другой вычислительной машиной, но начались контакты одной сети с другой сетью. И, собственно, первое название интернета, оно как раз связано с тем, что это взаимодействие между разными сетями, то есть между сетью ARPANET и между сетью Usenet. В Советском Союзе, после того, как была представлена вот эта вот эскизный проект, предэскизный, простите, проект ЕГСВЦ, то есть это вот система вычислительных центров Глушкова, предполагалось, что для ее реализации потребуется 10 лет и 5 миллиардов рублей с предусмотренной окупаемостью, поскольку как только система будет внедрена, будет сокращаться расход на персонал, который это разрабатывает, освободятся рабочие места, освободятся люди, которые можно будет перенаправить на непосредственно производство, что тоже, конечно, вызывало большие вопросы у управляющего аппарата. То есть это, по большому счету, в общем-то, социально-утопическая была вещь, то есть просто включить этот, даже если предположить, что систему разработали, потратили эти деньги, можно включать ее. Оказывается, высвобожденными, как это называется в бюрократии, практически 1 миллион человек, которые остались без работы, требуется время на то, чтобы их переориентировать, перепрофилировать, потом перенаправить куда-то, во что-то они должны включиться. Здесь же еще вопрос, опять же, мотивации, там, как бы с одной стороны ты бумажки перекладываешь, с другой стороны тебе нужно в производстве участвовать. Совершенно разные вещи. В результате этой проблемы, то есть здесь выступили против системы экономисты, против управленческого подхода выступили чиновники и партия, а против как бы в борьбу за управление вот этой самой системой вступили Госплан и Центральное статистическое управление, в результате чего проект несколько парализовало. И его отправили на доработку. Значит, там был прям настоящий конфликт между Институтом кибернетики, между командой Глушкова и статистами, как он их называл. Одни других прям очень жестко там и обзывали, и называли разными неприятными словами.
И Глушков говорит, ну раз вы такие умные, давайте вы доработаете проект. На что Центральное статистическое управление говорит, ну нет, мы, наверное, все-таки не справимся, давайте нам в помощники Министерства по радиоэлектронной промышленности, которое тоже было не слишком довольно тем, что им придется разрабатывать еще какой-то проект, который совершенно не их. Но так или иначе проект на 10 лет ушел в разработку, долго его тормозили то одни, то другие, все время это было длительное обсуждение, но к 1974 году разработали новый проект, который уже был несколько проще, там шли на уступки и статистикам, и шли на уступки и госплану, и немножко, в общем, все по-другому должно было быть реализовано, но он становился все дороже и дороже, потому что системы, которые предполагалось использовать, не дорожали, это вызывало больше недовольства со стороны действующих экономистов в стране, и, в общем-то, все это было не очень с руки ни проекту, ни государству, никому. В результате системы они так и не создавались. То есть сети по-прежнему не было. Если ARPANET заработал, то АГАЗ все еще не работал. И в 1974 году даже уже изданный проект, даже который начал проходить какие-то утверждения, все еще он не мог начать функционировать. При этом это не означает, что компьютерных сетей в Советском Союзе не было. Они были устроены просто другим несколько способом и преследовали другие цели. Например, в академических институтах при помощи вот этих вот самых, называлось это АПД, вот эти вот аппаратура передачи данных, передавали из одного института в другой, передавали информацию. Например, в институте экономико-математических проблем была супермощная система BSM-6, которая была быстрее всех на свете, на свой момент опережала чуть ли не все американские даже машины, но она не так быстро и не так эффективно работала с базами данных, как машина, которая была в другом институте. И в результате этот институт, он собирал данные, обращался к своей системе, потом их собирал в пакет, по вот этому самому каналу связи передавал в этот вычислительный центр, где данные обрабатывались и передавались обратно. Ну, то есть, как бы это не сеть, а вот нечто такое, пересылка данных, скорее так. Использование же как бы систем и сетей компьютеров или учетных каких-то средств ввода данных началось все-таки в конце 60-х годов, когда тем же самым Институтом кибернетики были разработаны первые автоматизированные системы управления предприятиями. И первой такой системой была система управления телевизионным заводом Львов в городе Львов. Значит, 2 года собиралась информация, 2 года анализировались, то есть проводился то, что сейчас называется бизнес-анализ, анализировалась логистика, анализировалась цепочки производства, анализировалась экономика предприятия, как поступали детали, как поступала продукция, как это реализовывалось, сколько это стоило. В общем, абсолютно все данные, все, что можно было привести в цифры, анализировалось, все это собиралось в базу данных, и далее на сам завод устанавливались несколько машин, устанавливался главный вычислительный центр, и терминалы доступа устанавливались в отдельные цеха или в отдельные лаборатории. В 1967 году эта система была запущена, и, в общем-то, она более или менее успешно проработала вплоть до закрытия завода уже в 90-е годы. Ну, то есть, естественно, она модернизировалась, она в какой-то момент была перенесена, насколько я понимаю, в эмулированные уже старые компьютеры, потом уже новые системы были отлажены, но все это вот на основе той самой архитектуры. Здесь, конечно же, Глушков тоже пошел на некоторые политические ходы, поскольку в этом сюжете он говорил о том, что он поездил по огромному количеству предприятий по всей стране, собирал данные, изучал, как все работает, изучал, как устроен, ну, как опять же мы сказали бы, бизнес, как устроена работа предприятий в Советском Союзе, и примерно понимал, где он находит отклик, где его идеи находят отклик, где они находят отклик, и
было опубликовано специально несколько статей о том, что было бы неплохо реализовать там-то или в другом месте автоматизацию производства. И тут же то есть создавался такой некоторым образом искусственный спрос, но поскольку ничего сделать фактически без решения Совнаркома республиканского или союзного уровня было невозможно, то нужно было это решение инициировать. Соответственно, писалась такая статья, дальше подключались политические связи, кому-то нужно было получить галочку или кто-то должен был продвинуться по службе. Он говорил, давайте реализуем. И вот в результате на том же самом Львовском заводе или в московском радиоэлектронном заводе Кунцево были реализованы первые эти самые автоматизированные системы управления. Дальше автоматизация пошла в Советском Союзе какими-то совершенно бешеными темпами. Реализацией ОСУ, созданием ОСУ, как это тогда называлось, занимались абсолютно все. То есть каждое КБ, каждый научно-исследовательский институт, предприятие, НПО, все вот эти вот организации, все эти аббревиатуры старались создать свою собственную систему управления своим процессом. Это не всегда было хорошо, не всегда это было успешно, но тем не менее результаты у этого все-таки были, поскольку на самом деле было создано несколько крупных вот этих автоматизированных систем, которыми занимался, разработкой которых в том числе занимался Киевский институт кибернетики. Это в том числе предприятие военно-промышленного комплекса, то есть отклик, идея Галушкова и автоматизация экономики, она нашла в первую очередь у военных, где можно было по субординации, используя субординацию, спустить решение вниз, и в результате чего там создавались эти автоматизации локальные где-то на местах, и создавались сети вычислительных центров, в результате чего как раз удалось создать и автоматизированную систему стратегического вооружения, и противовоздушной, и противоракетной обороны, и практически всех родов войск. И это была на самом деле та отрасль управления Советским Союзом, где сеть максимально была развита. В противовес этому в Соединенных Штатах сети компьютеров, они в военных отраслях они развивались, конечно, но не так активно и не так сильно, и автоматизация этих процессов в советских войсках была лучше, несмотря на то, что отставание техническое было существенным. Но это техническое отставание компенсировалось программными математическими решениями, то есть максимально эффективно использовался имеющийся ресурс, распределение вот этих вот самых приоритизация пакетных передач данных, нагрузки сетей и так далее. Тем не менее, в концу 80-х годов, в 80-м году все-таки была принята в ограниченном смысле система АГАС, ее попытались реализовать, но опять же это все затягивалось, начинался кризис, многие сети не стыковались друг с другом, денег в государстве было все меньше и меньше, более того, скончался сам, так сказать, лидер этого направления, и без него это несколько движение сбавило обороты, хотя управленческие процессы все-таки были в некоторой степени автоматизированы, но главным образом в крупных городах, то есть в управлении городскими хозяйствами в Москве, Ленинграде, Киеве, Ереване, отчасти в Свердловске и, по-моему, Горьком, то есть в Нижнем Новгороде, они были реализованы. То есть это были довольно интересные системы, которые объединяли большие базы данных, которые находились в вычислительных центрах, хранились в вычислительных центрах при городских советах или при партийных органах. И дальше партийные деятели или, опять же, городские чиновники, они, пользуясь вот этими самыми терминалами удаленными, они обращались к этим данным, и на основании полученных результатов они уже принимали какие-то решения. К сожалению, с распадом Советского Союза
эта информация была эти системы были практически полностью разрушены, а базы данных были уничтожены. То есть об этом даже есть некоторое количество статей про то, что стирались намеренно базы данных по городскому хозяйству Москвы, Киева и Ленинграда для того, чтобы впоследствии можно было это монетизировать, эти системы. В результате чего вся практически вот эта вот идея автоматизации, то есть утопическая, но все-таки довольно интересная и потенциально эффективная система, она мало того, что была не полностью реализована, так она еще оказалась практически полностью разрушена. Но современная централизация управления нашим государством, она позволила заново наращивать вот эти мощности, заново наращивать возможности управления, сбора данных и принятия решений на основании данных, которые получаются с разных точек. То есть то же самое практически безбумажное государство, о котором так долго говорил Виктор Михайлович Глушков, оно, в общем-то, сейчас отчасти реализовано. С другой стороны, сеть, которую придумали в Департаменте обороны Соединенных Штатов Америки, она была реализована практически сразу, долго, дорого и сложным путем она шла к тому, чтобы стать современным интернетом, но в результате таки стала. И здесь как бы сравнивать эти две сети довольно сложно, при том, что изначально я, честно говоря, думал, что получится их как-то сравнить, но они технически разные, поскольку одна была реализована, а другая, в общем-то, до конца не была реализована. Более того, технические средства, которые разрабатывались в Соединенных Штатах, и технические средства, которые разрабатывались в Советском Союзе, они были просто совершенно разные. Деньги, на которые тратилось и государство, и предприятия двух этих стран, были тоже совершенно разными, они на порядок, а то иногда и на два различались. Но главное различие заключалось в изначальном подходе. Если с той стороны железного занавеса идея была в упрощении доступа к информации, к научной информации и распространении научной информации, и эта идея в итоге сработала, то централизация управления, централизация вычислительных мощностей для управления, она казалась эффективной. Для плановой экономики она была очень бы удобной, но натолкнулась на человеческий фактор и в итоге реализована фактически не была. Мне кажется, что я рассказал, по-моему, все, что хотел. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы. У меня вопрос, что происходит на этой картинке? Ничего не понятно. Я, честно говоря, уверен, что это постановочная картинка, поскольку вот этот вот логотип и надпись License.org, это Licensing.org, это лого и бренд советской организации по международной торговле, как это тогда называлось, математическим обеспечением, программным обеспечением. То есть, скорее всего, это пульт электронной вычислительной машины, как мне кажется, Минск-2. То есть здесь вот регистры, как это управление, включение запусками каких-то процессов в вычислительные машины. Здесь вот очень красиво лежит вот эта вот перфолента, которая отношению к вот этой части вычислительной машины не имеет никакого. То есть это абсолютно постановочная фотография. Но в целом, как бы, идея сама довольно крутая. То есть это смысл в том, что Советский Союз создал в 1967 году программное обеспечение, которое они поставляли за рубеж. Я вот работала в базе данных системы медицинского больницы, и отдел статистики с государством и со страховыми до сих пор, он это был 2016 год, потом я еще в 2018 году немного работала, и
И в 2016 я в основном обучала компьютерной грамоте. В 64-м мы говорили там. Сейчас, я не знаю, стало ли лучше, сейчас что-то изменилось. Но мне кажется, точно так же примерно типа государственная система и система частная, которая фирма, у всех какие-то разные интересы и не очень понятно. Здесь действительно большая, ну, как бы, правда, скорее всего, до сих пор я думаю так, потому что я обращался к статистическим архивам, и даже самые поздние, даже вот там, конец 80-х годов, статистические данные в архивах госучреждений советских, это просто полное безумие. Заполнялись они, видно, что они заполнялись совершенно неизвестно откуда взята информация, при том, что по большому счету, наверное, можно сказать, что статистика победила ученых-кибернетиков, поскольку сбор данных, учет данных и передача в Госплан, она была передана статистическому управлению. Везде были вот эти вот счетные станции, они работают до сих пор, они создавались там какие-то мелкие и еще какие-то просто пункты сбора статистической информации, они были в самых маленьких райцентрах. Там есть, благодаря там, ресурсу pastview.net можно найти удивительные совершенно картины, где изба стоит, внутри которой вычислительная машина, датировка это 87 год, и люди, значит, вводят какие-то данные в эту машину, куда-то потом передается информация, но при этом данные очень часто ложные. То есть это буквально там нужно, ну, как бы тебе спускается изначально в начале года, спускаются запланированные данные. Централизованная система управления подразумевает некоторые отклонения, но в целом данные, которые ты должен получить в конце года, они должны совпадать. Но это же не всегда так, естественно. Поэтому статистика оказывается некорректной. Управленческое решение принимается некорректное. Самое страшное, что они до сих пор считают, что на бумажках, но когда понимают силу отчетов, добавляются все новые и новые отчеты, и как бы бюрократия меньше и становится Ну да. Но придумывают, то есть там статистика добавляют новые какие-то строчки, и все время не сходятся отчеты, из-за этого больницы не получают вовремя деньги, и из-за этого напрягают врачей, и вот это вот иерархия. Ну да, и там набегает эта энтропия, да. Вы отмечали, что мировые компьютерные технологии в целом в свое время порождали с военными целями. Можно ли с этим судить, что и сейчас в военных целях используются более совершенные технологии, чем те технологии, которые используются в социальных и мирных целях, или же мирные технологии, ну, или выровнялись, или перегнали те технологии, которые используются в военных целях? Я думаю, что до определенной степени это правда, за исключением того, что сейчас появляются такие проекты с частным финансированием, которые преследуют совершенно цели, которые не соотносятся ни с военными, ни с экономическими задачами, ну, типа того же условного Илона Маска, который преследует какие-то свои... Конечно, мы не знаем, всей правды мы не знаем. Может быть, за его идеями стоит какой-то заказ Министерства обороны Соединенных Штатов или кого-нибудь еще. Но как бы вот на тех данных, которые мы знаем сейчас, кажется, что он использует довольно продвинутые технологии в невоенных целях. Более того, он их разрабатывает изначально не военной задачей. Поэтому сейчас, наверное, это уже не так. Но вплоть до последнего времени, конечно же, это было... Я думаю, что в 99% случаев это так. Да, что с целью военных, так, как и раньше. Изначальная разработка, да, а дальше уже у каждой разработки может быть, ну, типа как вот этот вот световой этот пистолет, который использовался для захвата цели в ситуационной комнате, используется потом в игровых приставках. Или там еще какие-то мыши, там какие-то, знаете, как трекбол изначально был координатная система для навигации космическими кораблями. Ну, в смысле,
космическими модулями. Ну, точно так же у многих вот этих явлений находятся параллельные применения, которые можно конверсировать в гражданские, так сказать, задачи или в домашние вообще какие-то идеи. Если вкратце, что современный интернет вырос из сети CERN. Соответственно, по понятным причинам, наверное, все на работу Советского Союза там лету. Интересно было бы, вот те разработки, которые были в Соединенных Штатах, они сейчас нашли какое-то применение или тоже еще нет? Из сети CERN? Нет, я имею в виду, что вы говорили о американских разработках сетей компьютеров. Да. Они сейчас в какой-то степени применяются или они просто все исчезли? Ну, конечно, применяются, да. Но на самом деле точно так же, как, ну, как бы в целом идея построения современных сетей, которыми мы все пользуемся, она, в общем, как восходит к ARPANET и к Usenet. Но в большей степени, наверное, вот конечная пользовательская система, это больше к Usenet относится. Но это немножко специфическая история, это объединение пользователей Unix первых. И дальше эти пользователи между собой общались, там другой протокол, другие системы, другое построение сети. И на вот основании этих сетей потом строились сети домашних компьютеров и так далее, из которых уже современная паутина и сформировалась. Советские сети тоже остались, но они узкоприменимые. То есть это какие-то сети специального применения там на предприятиях рабочих, производственных или военных каких-то объектах. Там используются те же самые сети, которые там установили. Ну, как, в общем-то, все военные объекты, они по большому счету, как вот они там относительно современные построены были в конце 80-х, даже в начале 90-х, они же, в общем, на старых разработках, срок разработки и внедрения 10 лет. Естественно, что все это работает до сих пор и постепенно заменяется там либо эмуляторами, а дальше уже в эмуляторе как-то что-то там достраивается. Можно еще вопрос? Вы в своем докладе противопоставляете советскую систему и западную, американскую. А сейчас актуален вообще этот вопрос? Или вся IT, все компьютерная технология, она ассимилировалась в одну, и это все, в эпоху интернета? Мне, честно говоря, кажется, что с момента отказа даже Советского Союза от своих собственных компьютерных разработок, как таковых, ну то есть они разрабатывались, конечно, но все равно там даже в военных разработках использовалась архитектура того же самого IBM 360. И как только вот эта глобализация набирала обороты, а с появлением архитектуры IBM PC это вышло вообще на какой-то космический уровень, потому что это абсолютно везде. Ну, то есть, как бы, даже очень специальные военные разработки, в том числе китайские, используют ту же самую архитектуру. Я думаю, что здесь, конечно, про какие-то специфику, противопоставление сетей, наверное, не стоит. Ну, то есть, все стараются использовать более или менее свои разработки, чтобы не было каких-то, как сказать, лазеек для того, чтобы туда закралось какой-то malware или какие-то злые руки туда не дошли. Но вообще противопоставить, все это все равно глобальная сеть. Ну, то есть мы, как конечные пользователи, все в одной сети находимся. Да, в ЦЕРНе, ну как бы, ЦЕРН это немножко другая история, то есть это уже, собственно, не история первых сетей, это скорее история интернета как такового, поскольку в ЦЕРНе были придуманы ряд протоколов, которыми мы пользуемся до сих пор, то есть был придуман гипертекст, был придуман язык HTML,
и, собственно, сайты. То есть до этого сеть компьютеров, Usenet или даже такие сети, как BBS, FIDO, они объединялись совершенно другим принципом, и они были не постоянного подключения, не серверные, ну, то есть они были серверные, но немножко по-другому устроены, то есть как бы там, от точки к точке нужно было там подключиться, загрузить все, что было, прочитать и полностью обратно выгрузить. Не было сайтов как таковых, а в ЦЕРНе, собственно, идея ЦЕРНа была, идея этого Бернерс-Ли была в том, чтобы создать сайт. То есть это был текстовый изначально, потом постепенно он, опять же, с ростом возможностей технических средств, там стала появляться графика, звук, мультимедиа, ну и дальше уже вот, не знаю, Netflix, Spotify и все такое прочее. Я понимаю, что он использовал для разработки своей системы, те сети, о которых вы говорите. Да, но он использовал, ну то есть это было уже как бы объединение, это, собственно, был интернет, потому что там были и Usenet, и ARPANET, они объединились. На самом деле подобные сети были и в Советском Союзе, это была так называемая Академсеть, которая была разработана изначально по-моему, в Ленинграде, в Ленинградском институте электронной техники, сейчас боюсь наврать, как он назывался точно, в НИЭТ, и объединяла академические учреждения в Академгородке в Сибири, то есть это сибирское отделение Академии наук, и, собственно, центральноевропейские академические институты, которые, в общем, пользовались теми же самыми модемными соединениями, модемными каналами, но и тоже преследовала академическую цель. И отчасти при помощи этой сети получили доступ в Дубне к интернету. Ну, то есть это была часть вот этого глобального проекта подключения Советского Союза к интернету. Хотя там, честно говоря, все было еще сложнее и запутаннее. Постепенно... Здесь проблема еще заключается в том, что ARPANET, проект ARPANET, он во многом рассекречен, то есть в большей степени он рассекречен, поскольку он был гражданским и научным. Советские разработки, особенно же военные разработки, автоматизация систем вычислительных центров Советского Союза, они все еще засекречены. То есть это не то, что там какая-то супер тайная информация, но просто проблема в том, что это как со всей секретной информацией Советского Союза. Ее нельзя просто так, ну то есть те, кто архивы, они не могут взять сами рассекретить. Это вот, допустим, если кому-то интересно, если есть тот же самый Алексей Кутейников, который писал диссертацию на тему ЕГЭ-СВЦ, он, насколько я понимаю, он делал несколько запросов о рассекречивании этой информации и, в общем, пожалуйста, рассекретили. Но пока что это все часть закрыта, и как там на самом деле, откуда взяли ARPANET, кто там прислал. Спасибо большое.